Привет, YouTube! И сегодня я хочу поговорить об очередной страшной эпидемии, которая захлестнула весь мир. И имя этой эпидемии – пранки о коронавирусе. И пострадавшие уже успели красиво упасть прямо в вагоне московского метро. Выходите, быстрее, быстрее, выходите! Друзья, сняли видосик, получился вообще. Пусть пиу-пиу-пиу, да? Больной, что скажешь? Скажу, что вы сами все видели, оценивайте сами, как это хорошо или плохо. Вот сейчас вы посмотрели этот театр с актером, достойным Оскара. Теперь вопрос. Ну как, веселая шутка получилась? А представьте, вы смотрите это видео в первый раз и не знаете, что это пранк. А представьте, что вы стоите прямо в том вагоне метро рядом с человеком, который в припадке. Пранковирус – болезнь крайне заразная. И знаете, когда я смотрю такие пранки, то у меня просто нет слов. Безобидные шуточки или разведение паники и информационный терроризм. И, ребята, я хочу сразу обозначить свою позицию. Я против всей этой истории. Шутки бывают разными, но таким пранкам не место в нашем обществе, на YouTube и в России. За это можно получить реальный срок. А пранки, как правило, снимают подростки, молодые люди в погоне за популярностью и просмотрами. И знаете, только наше отношение к такому контенту может изменить ситуацию. Поэтому ставьте, пожалуйста, лайк, если вы, как и я, против пранков на такие серьезные темы. Пишите комментарии, чтобы вывести это видео в топ, и обязательно делитесь роликом с друзьями, чтобы все знали, что бывает за подобные шутки. И, возможно, после этого идея продолжать сеять панику и собирать просмотры на пранках у некоторых поубавится. Ну что ж, а мы не будем затягивать и поехали! После просмотра видео с московским пранком я задалась вопросом, а зачем все это? Какова цель? По словам пранкера, он просто проводил социальный эксперимент. Выяснял, придут ли пассажиры на помощь человеку, который болен коронавирусом, или не придут. И вот он так и пишет у себя в Инстаграм, мол, мы вообще никого не трогали, мы хотели, чтобы люди серьезнее относились к коронавирусу, а на остальное воля Всевышнего. Ну, куда уж серьезнее. Люди бежали из вагона так, что чудом никого в панике не подавили. И знаете, московский метрополитен социальный эксперимент тоже не оценил и обратился в полицию. Теперь и на горе шутника завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и посадили его в СИЗО на время следствия. И грозит ему на минуточку до 5 лет лишения свободы. Вот это такой, знаете, настоящий социальный эксперимент. И, друзья, знаете, меня больше всего поразило то, что до самого ареста парень даже не понимал, за что его хотят наказать. У него же были чисто благие намерения. Да и потом, он же извинился. Вот пишет: «Мы извинились за это. Если надо, еще будем извиняться», — говорит пранкер. А в Инстаграм пишет: «Вины своей не признаю, меня сажают, делайте репосты». А люди в ответ: «Друг, шутка над реальной болезнью не вызывает восхищения». Восхищение, может быть, и не вызывает, но просмотры набирает точно. И знаете, когда я сделала сторис на тему пранка в метро и спросила ваше мнение, вы мне прислали прямо очень много сообщений. Спасибо вам за то, что не боитесь высказываться. Благодаря вам я понимаю, как относится общество к той или иной проблеме. И вы знаете, из нескольких сотен человек только 3 высказались в защиту пранкеров. Ничего такого, просто ржака, лол. А вот все остальные просто в ужасе от происходящего. Я ехала в соседнем вагоне, когда этот пранк произошел. Так как была простужена, ехала в маске. Из-за этих дебилов на меня стали косо смотреть. А так как я не раз видела то, что людям плохеет в метро, мне кажется, им перестанут помогать. Лично я против таких пранков, потому что люди не думают, они гонятся за хайпом, гонятся за славой, но при этом не думают, что может произойти с другими людьми. Кому-то просто станет плохо в этот момент. Мне кажется, на такие вещи шутить нельзя. У меня муж просто с обычной простудой спустился в метро в Москве, немножко покашлял, от него люди расселись по сторонам. А тут, извините, человек, который падает замертво, я бы к нему не подошла, потому что у меня маленький ребенок. Шутить так однозначно нельзя, рассеивать панику, пугать людей. И самое главное, в этом нет шутки. Это не смешно. Я считаю, что шутить на такую тему — это сродни танцу на костях. Действительно много жертв, и шутить со смертью, наверное, не стоит. Очень много фейков, очень много паники, и лишний раз подогревать эту панику, подкидывать дрова в огонь, наверное, не стоит.
Вообще любые шутки про здоровье человека — это уже неправильно. Так как кто-то сейчас сидит и борется с данной проблемой, и вот эти вот горе-шутники из этого сделали розыгрыш. Ну, не смешно это. Это также не низко, как шутить про рак, ВИЧ и прочие другие заболевания. Это на самом деле ужасно. Большинство пранков сейчас — это безумие какое-то. Люди не понимают, что они делают, и хайпят на том, на чем нельзя хайпить. Так как я на данный момент тоже проживаю в Китае, и как бы я знаю, какая на самом деле там сейчас ситуация. Врачи ночами не спят, чтобы вылечить людей. И понимаешь, почему люди позволяют шутить на данную тему? Потому что они, видимо, не понимают, насколько вот это все серьезно и насколько важна поддержка других стран в сторону Китая. Вообще розыгрыши люблю, но розыгрыши должны быть смешные и не должны до смерти пугать людей, тем более, что в ситуации с коронавирусом еще никто толком не знает, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И стоит только, пожалуйста, зайти на YouTube и вбить запрос «пранки о коронавирусе», и на вас тут же посыпется целая куча шедевров по теме. Но, знаете, не только в Москве бушует пранковирус. Регионы тоже отличились. Вот, например, в Челябинске произошел креатив. Экшен посерьезнее многих боевиков. Двое в химзащите и, что важно, внимание, бахилах по снегу несут человека. Тот пытается сбежать, но в него стреляют из пистолета, и он падает. И что вы думаете? Снова социальный эксперимент. И смотрите, все та же песня. Нет-нет, мы не пранкеры, мы не собирались смеяться, мы поднимаем актуальную и важную проблему. И вообще, это наша такая ответочка на отсутствие медицинских масок и на недостаток информации по коронавирусу. Ну прямо молодцы, недостаток информации восполнили своей тупостью. А вот, пожалуйста, тюменский старшеклассник Николай и его друзья вообще дошли до крайности. Один якобы умирал в страшных мучениях, ну а другие накрывали его хладное тело и огораживали лентой для обозначения места происшествия. Как вам такое? Журналистам Николай объяснил, что они рассчитывали повеселиться, и что люди, увидев ролик, поймут и посмеются над этим. Труп, смерть. Типичная ситуация для радости. Но люди как-то не обрадовались шутке, а после того, как правоохранительные органы начали проверку, школьник выложил видео с извинениями. Мол, сеять панику он не хотел, и вообще это не про коронавирус. Это все СМИ додумали и понаписали ерунды. Хотел бы извиниться перед вами за мой пранк. Если он кого-то задел, сразу говорю, что ролик был снят строго в ознакомительных целях. Показать то, что сейчас люди в наше время не реагируют на проблемы других. То есть на ролике сразу видно, что ни один человек не подошел, никак не поинтересовался нашей проблемой. То есть ни в коем случае там не было тематики в плане коронавируса. Это уже потом по новостям додумали и начали писать, что это про коронавирус. Еще раз извиняюсь, кого я мог задеть. Задел. Но, несмотря на все извинения, на юного пранкера Николая уже составили протокол за мелкое хулиганство. А помните, как я показывала в своем ролике о коронавирусе магнитогорских пранкеров? В Магнитогорске человек терял сознание на улице, и его забирали люди в защитных костюмах. И знаете, на этот ролик я наткнулась, когда искала информацию о коронавирусе. Я уже не помню, где именно его нашла, но у него было какое-то такое название, типа, знаете, «Правда о коронавирусе, что от нас скрывают». В общем, шок-контент. Налетай, разбирай. Вот так мы и собираем тонну фейков. И все это прикрывается шуткой, но, как оказалось, немногие понимают такой юмор. Но еще креативнее пошутил канадский блогер, из-за которого развернули самолет, на котором летели 243 пассажира. Не слабо, да? Люди летели в отпуск на Ямайку, но до сказочных Карибских островов они так и не добрались. Ну, потому что посреди полета некий инстаблогер Поток Филипп решил получить минуточку славы и пранкануть. Он внезапно встал в проходе самолета и заявил, что недавно вернулся из Уханя, где свирепствует коронавирус, и чувствует он себя сейчас не очень. Экипаж шутку не оценил, на блогера нацепили маску и перчатки, а рейс развернули. Как итог, пассажирам испорченный отпуск, авиакомпании убытки, а шутнику арест и статья хулиганства. И в чем я вижу проблему таких пранков? Да, шутки, про смерть, очевидный факт, но идем дальше. Во-первых, после просмотра таких роликов ты сразу понимаешь, откуда растут ноги фейковых новостей. Ведь если бы не дисклеймер о том, что это пранк, все это можно было бы принять за реальные кадры. Вот представьте, что это видео вы увидели бы не в моем ролике, а, скажем, в каком-нибудь посте в Телеграм и без дисклеймера о том, что это пранк. А если такую трагичную музыку еще наложить? Ну, тогда вообще кошмар получается. Но если серьезно, то сейчас почти у каждого в руках смартфон. Любой может снять всю эту сцену со стороны и выложить это куда только можно с пометкой «Коронавирус в московском метро». Мы все умрем от коронавируса. А потом эти кадры будут всплывать в зарубежных СМИ с подписями «Коронавирус атаковал Россию».
Или от коронавируса умирают в страшных конвульсиях. Ну а что в итоге? Фейки в новостях, информационный терроризм, паника в сети. Во-первых, такие пранки разводят панику не только в интернете, но и в жизни. Посмотрите еще раз, что происходит в метро. Выходите быстрее, быстрее, выходите! Люди вскакивают со своих мест, толкаются, бегут. И знаете, все еще прошло относительно спокойно. А если бы началась давка, кто-нибудь получил травму, ребенка бы толкнули. Ну, предположим такую ситуацию. Но просто неоправданно опасный этот ваш социальный эксперимент. В-третьих, многие из тех, кто прислал мне свое мнение, обеспокоены тем, что эти пранки приведут к страшным последствиям. К тому, что люди в следующий раз просто не придут на помощь тому, кто реально будет в ней нуждаться. И вот что вы пишете. Задолбали. А потом люди удивляются, что все такие черствые, делают вид, что не замечают, что человеку плохо. 10 раз подумаешь, подходить или нет. Вдруг очередной пранкер. И знаете, я полностью согласна с вашим мнением. Да, я не буду отрицать, когда происходит какое-то страшное событие, тот же вирус, интернет наполняется целой кучей ужасных новостей. Люди устают пребывать в страхе, читать этот негатив и пытаются перевести это все в шуточку, чтобы было легче перенести все это психологически. Сами видели все эти мемы о коронавирусе и, небось, тоже репостили. Но одно дело смешные картиночки, а другое дело вводить в заблуждение и пугать людей. У всего есть предел. Ведь все мы сидим в страхе и напряжении, не знаем, чего ожидать. И только пранков нам сейчас не хватает. Но давайте взглянем правде в глаза. Почему возникло такое массовое явление, как пранки на тему коронавируса? И вроде бы многие против. Но если объективно, шок-контент действительно потребляется лучше всего. Больше всего просмотров где? Всякого трэша. И тут получается такой, знаете, замкнутый круг. Спрос породил предложение. И даже привлечение к ответственности не отбивает желания пранкеров продолжать снимать. Но не надо забывать, что на это дело может повлиять наше отношение. Ваша реакция на эту проблему показывает, что все мы двигаемся в правильном направлении. Большинство воспринимает такие пранки не как нечто смешное, а как неприятные и глупые поступки. А это уже неплохое начало, которое точно снизит спрос на такой контент. Но одно я знаю точно. Пранки о коронавирусе не несут никакой пользы. На этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока. Все. В новостях нет поцелуев. Теория заговора. Теории заговора. Теории заговора. Нет, вообще я всегда картавила. Теории заговора. Теории заговора. Теории заговора. Теории заговора. Корабли лавировали, да не вылавировали. У меня есть картавость. Короче, у меня лавировали, не вылавировали. У меня есть с некоторыми буквами, я не могу произносить слова, я вам говорила. Вы что, не знали? Чарли Цаплин. Чаплин. Я не вижу разницы в двух буквах. Не выловили. Поехали. Заговора.